Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту зиму 2025 года. Да, дорогие, это зима эмоций. Присаживайтесь поудобнее и будем планировать январь, февраль, ну и, конечно же, март 2025 года, потому что там у нас очень много событий и важных моментов. Да, ребят, это гороскоп по декадный, поэтому я буду рассказывать информацию для дев первой декады, это кто родился в августе, также для дев второй декады, кто родился с 1 по 10 сентября, и для дев третьей декады, кто родился с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Я буду рассказывать информацию не одинаковую для каждой декады, но информации будет достаточно. Конечно же, у какой-то декады дев будет более насыщенная информация, у какой-то чуточку меньше, просто потому что период сейчас в жизни именно такой. И, конечно же, я все равно буду забегать вперед по событиям 2025 года для того, чтобы сейчас зимой уже планировать и выстраивать свое будущее, потому что, как известно, ни одно событие просто вот так вот не сваливается к нам с небес. Мы всегда своими решениями и действиями планомерно к ним подходим сами. Поэтому для того, чтобы скорректировать свой 2025 полностью, нужно, конечно же, зимой заложить те самые важные зерна для будущих событий. И что, ребят? Поехали. Да, скажу, что самая, наверное, эмоциональная зима, если вот так вот коротенько, будет у дев третьей декады. Самая эмоциональная, как по мне, зима. Начало зимы 100%. Потом все-таки пальму первенства берет к себе девы второй декады. У дев первой декады, я не скажу, что она у вас будет очень эмоциональная, она у вас будет в таком состоянии спокойных действий. Это если говорить про зиму. Если говорить про 2025 год в целом, кстати, кто не смотрел годовой прогноз на дев на 2025 год, ребят, посмотрите, спланируйте. Там информация по каждому месяцу, все очень четко разбито и понятно, да. Поэтому, да, у всех по-разному, но я не скажу, что у дев первой декады не будет богата зима на события. Скорее всего, это время, когда вам необходимо будет в спокойной обстановке сделать очень много дел. Например, дев третьей декады будет постоянно из колеи выбивать определенные события, и это по большей части будет сложно сделать из-за эмоционального фона. Поэтому здесь, конечно же, девам третьей декады необходимо очень сильно со своими эмоциями поработать. Девы второй декады, вообще, в принципе, девы, знак зодиака, который умеет трудиться, любит трудиться, понимает пользу от своего труда. Поэтому здесь, конечно же, девы второй декады, если вы будете в январе вкладывать как можно больше в свой профессионализм, профессиональные навыки, работу, повышение социального статуса, то здесь тогда наоборот. В феврале вы получите очень много таких дивидендов в виде финансовой прибыли, в виде своего собственного удовлетворения, что вы способны брать ту или иную планку в карьере, в работе, подниматься, брать новый социальный статус, брать новую ответственность. И это для вас такой, я бы сказала, большой профессиональный рост. Девы первой декады, конечно же, на всю зиму, я бы сказала, нужно наоборот начать внедрять как можно больше. Как можно больше, потому что у нас летом 2025 Уран меняет знак. Он с Тельцов переходит в Близнецы, а значит, будет делать квадратуру к девам первой декады. Да, дорогие, и сейчас, вот пока у нас январь, февраль и март, необходимо как раз-таки работать со всем старым. Все, что у вас шло в работе, уже налаженный механизм. И, конечно же, постараться внедрять нечто новое. До того момента, как Уран начнет делать квадратуру к вашему Солнцу в транзитных картах, нужно быть готовыми к нововведению. И я скажу, что для вас, если коротенько, зима будет таким спокойным полем для реализации своих амбиций, для работы со своими любимыми проектами, для того, чтобы настроить отношения, в том числе в личной жизни. Помним, да, что у нас сейчас на небе находится ретроградный Марс,
И с 6 января он из знака зодиака Лев перейдет в знак зодиака Рак. И в этот момент, на самом деле, именно вот сейчас, 1 января, ретроградный Марс находится в точной оппозиции с Плутоном. Это аспект силы. Это очень мощный, сильный аспект. То есть те девы, кто помните, что вот осенью вот был такой внутренний сильный шторм, у кого-то наоборот это было вдохновение, то есть такая бурная рабочая обстановка. Хотелось, не знаю, проламывать стены, зарабатывать больше, строить вокруг себя новую жизнь, да, то есть есть такой большой масштаб, большая тяга к движению, к продвижению, да, в бизнесе в том числе, потому что Марс в оппозиции с Плутоном это аспект бизнесменов, да, в том числе. И здесь, конечно же, скажу, ребят, что эта эмоция к нам сейчас возвращается. И первые 2 недели января она будет очень сильной. Конечно же, под духом этих эмоций у нас 12 января кармические узлы меняют знак. И они последние 1,5 года были на оси Овна, Весов и переходят в ось Рыбы, Девы. Да, мои дорогие, это с нами со всеми происходит 12 января. Конечно же, здесь не просто так, и это будет очень эмоциональная смена кармических узлов своих знаков, потому что северный кармический узел будет в соединении с Нептуном и уже сейчас, да, уже сейчас это соединение очень сильно чувствуют как раз-таки девы 3-й декады. Если у вас эмоции зашкаливают, если у вас такое депрессивное состояние, апатия, это у вас может быть такая ситуация, когда вы не владеете энергией Нептуна, если вы не позволяете своим эмоциям быть продуктивными, то есть вы не умеете совладать со своими эмоциями, да. А если же в вашей натальной карте, пусть он напряженный Нептун, но вы привыкли с ним жить, то есть у вас все прекрасно, и вы вот эти свои эмоции конвертируете в воодушевление, в действие, да, то есть под вот этим эмоциональным состоянием вы готовы горы свернуть, тогда, конечно же, ребята, девы 3-й декады, у вас будет вообще все классно. Вообще эта смена кармических узлов знаков такая будет очень сильная. Для дев 3-й декады вот эта история будет длиться первое полугодие 2025 года. И уже к осени будет очень важный этот вопрос как раз-таки для дев 2-й декады. Это второе полугодие 2025 года. И для дев 1-й декады это очень важное время, первая половина 2026 года. Да, ребят, никак не получается заглядывать вперед, вот и вот так вот сухо рассказывать по периодам. Ну, я всегда за то, что астрология нам нужна для того, чтобы скомпенсировать негативный сценарий в нашей жизни. Иначе зачем нам вообще все это знать? Зачем нам учиться? Зачем нам трудиться? Да, мы все это, в принципе, в жизни делаем для того, чтобы наша жизнь становилась лучше. Не по повиновению волшебной палочки, да, там загадать желание. Нет. Здесь, конечно же, мы сами строители своей жизни, своего счастья, поэтому здесь пользуемся инструментами, которые у нас есть, четкие, продуктивные, и, конечно же, внедряем в жизнь. И тогда все будет складываться хорошо. И да, ребят, для дев 3-й декады необходимо будет, конечно же, в первом полугодии 2025 немножко отказаться от своей гордыни, лишиться своих тех качеств, которые вы понимаете, не дают вам продвигаться вперед, не дают вам ту активность. Уже к лету 2025 у нас 10 июня Юпитер меняет знак. И да, ребят, это такое очень важное время, когда Юпитер переходит в знак Рака и будет делать квадратуру к девам 3-й декады. Ребят, скажу вам, что вот весной, да, 2025 будет такое очень мощное недовольство у вас, что вы такое внутреннее ощущение, что вы пропустили все те возможности, которые были у вас. Поэтому, конечно же, и не получается здесь сказать, что предназначение вот у вас такое в 2 словах, потому что такого нет на самом деле. Потому что это всегда такой мощный спектр не просто событий, а еще и наших эмоций. И всегда, когда мы находимся в таких кармических возрастах, это 36, 37, 38,
54-57 лет, да, ну, то есть 54-57. То есть у нас всегда моменты, когда мы, возможно, на 360, да, кто-то на 180 меняет полностью свою жизнь. И здесь скажу, что такие важные осознания будут в вашей голове согласно профессиональной деятельности. И этот, конечно, момент уже запустился у Дев третьей декады. Вы гораздо эмоциональнее чувствовать будете эту смену знаков оси кармической. Девы второй декады у вас, конечно же, 12 января пройдет в таком четком осознании, что нужно идти вперед. Да, здесь Сатурн делает оппозицию из знака рыбы. И это момент, когда нужно задуматься о своей продуктивности, финансовой составляющей на самом-то деле, потому что в этот момент Венера еще будет в соединении с Сатурном, сходиться будет, и Сатурн все-таки еще в квадратуре с Юпитером. То есть это когда я хочу много или когда я хочу очень мало от своего социального статуса. И эту правду нужно понимать, эту правду нужно ценить и честно себе отвечать на все вопросы. Потому что, скажу я так, когда есть такое движение Нептуна, да, когда хочется впасть в иллюзии, когда хочется себе где-то приврать и вот как-то разукрасить вот реальность, да, на самом-то деле лодка жизни обычная, она всегда разбивается о такие четкие и понятные события. И для того, чтобы к весне 2025 года не прийти с такими сложными душевными переживаниями, я бы, конечно, советовала вам, ребята, взяться за социальный статус, за карьеру, за финансовую стабильность и устойчивость в том числе. Девы первой декады, сейчас скажете, про нас очень мало информации. Да нет, ребят, у вас все та же работа, у вас все та же продуктивность, и я скажу, что здесь даже Юпитер вам помогает. В ретроградном движении он идет, и здесь, конечно, нужно сделать максимум. Все то, что не доработали, все то, что не внедрили в своей жизни, где-то смолодушничали, где-то отказались от своих желаний, мечтаний, планов и целей на будущее. Где-то сказали, ой, да ладно, я недостоин, я недостойна. Нужно об этом подумать, потому что как раз-таки смена кармических узлов, вот знаков, это история про глобальное, это история про большое, про будущее, про то, как мы все будем жить на ближайшие 1,5 года. Чего мы достигнем, насколько мы будем ответственны в своих достижениях, и мы как раз таки, как мы повлияем на этот мир, как мы повлияем на экологию, на взаимодействие с другими людьми, да, насколько сильно мы расширим свои собственные горизонты влияния. Поэтому, ребят, здесь давайте будем честными, да, для Дев первой декады это очень важный момент продвижения этой зимой. Здесь нужно, конечно же, максимум пустить в профессиональную деятельность, но скажу, что у вас будет такое некое ощущение на январь, да, здесь нужно понять, насколько вы зависнете в этих эмоциях, где вы первой декады, потому что у нас до 4 февраля находится как раз-таки Юпитер в ретроградном движении. 4 февраля он разворачивается и идет директный. Там уже начинается такое большое мощное ускорение, приятное, да, когда хочется прям все и сразу, и все получается делать. А пока это такой момент подвисания. То есть те, у кого в натальной карте в момент рождения Юпитер был не ретроградный, а директный, много аспектов у него к разным планетам, пусть даже напряженный, то тогда вы тот человек, который стремится вперед, действует активно, хватает удачу за хвост. Тогда и январь вам будет не страшен, тогда и это эмоциональное состояние, в котором многие могут, кстати, провиснуть. И да, ребят, скажу честно, что у нас вот 12 января кармические узлы меняют знак, и 14 января у нас полнолуние. Полнолуние, конечно же, да, я могла бы сказать, что полнолуние в Раке такое милое, спокойное, полнолуние, да, но Луна в этот момент будет в соединении с Марсом, и у многих здесь будет как раз-таки такой момент агрессивности. Момент агрессивности, что-то не сделали, что-то не доделали, да, но при этом у Дев
первой декады при должной коммуникации, желании действовать пойдет очень хорошо финансовая активность, финансовый поток тоже будет выстраиваться. Но здесь, ребят, нужно делать, естественно. Ничего не бывает просто так, по повиновению волшебной палочки, просто потому что загадали желание. Нет. Пишем себе большую, мощную, продуктивную цель. У нас с 12 января кармические узлы уже на оси Девы, Рыбы. Да, мы смотрим в будущее, мы хотим, чтобы у нас все было легко, мы желаем ту жизнь, которую мы хотим. Это я сейчас ко всем девам говорю, да. Но мы при этом должны четко понимать, какой ценой мы это получим. То есть, что нам нужно вложить? Нам нужно вложить свой физический труд, нам нужно вложить интеллектуальный труд, либо же эмоциональный труд. Как правило, это всегда эмоции. Сначала это всегда эмоции. Здесь мы прекрасно понимаем, что эти эмоции, если они разрушающие, да, как вот в это полнолуние 14 января, будут ли эти эмоции разрушать состояние движения вперед, либо же эти эмоции, наоборот, будут нас продуктивно располагать к действиям, и мы как раз-таки будем по чуть-чуть раскачиваться, потому что это очень мощное такое будет полнолуние. И с этого момента я хочу сказать, что до конца этого лунного цикла, который закончится 29 января, здесь у дев каждой декады будет свое собственное время. Здесь либо вы впадаете, я бы так сказала, в такой эмоциональный раздрай, лени, депрессивного состояния, ничего не делать, все тускло, все печально, все эмоционально плохо, либо же у вас наоборот 2 недели активности, продуктивности, бодрых моментов, вы сами себя дисциплинируете, вы понимаете, что вам для этого нужно, какой спорт внедрить, какое хобби, какое действие вообще. Кому-то необходимо просыпаться рано по утрам, это дело, например, второй декады, нужно как раз-таки в этом январе начать выстраивать свой режим дня для того, чтобы все четко было и спланировано, да? Режим дня, все планировать и стараться делать как можно больше. Но если вы хотя бы уже спланируете режим дня, то и вам уже и захочется выполнять больше. У дев третья декада, здесь, конечно же, эмоциональный фон, эмоциональное состояние, понимать, что эти эмоции основаны на чем-то. Здесь такая, я бы сказала, внутренняя психологическая работа. То есть вкладывать эмоциональный труд в прямом смысле в свое продвижение, развитие и понимать, что если сейчас в вас бушует просто ураган эмоций, необходимо понимать, почему они происходят. И прикладывать все усилия к тому, чтобы действовать. Потому что новый лунный цикл с 29 января будет совершенно другим. Совершенно другим, ребята. И да, к этому моменту было бы хорошо подготовиться. Ну и девы первой декады, здесь, конечно же, ребята, успех, который вы хотите в личной жизни, да, в любовной сфере, в семейных отношениях в том числе, либо же это профессиональная стабильность, да. Понимайте, сколько вы хотите и как долго вы это хотите. Хотите ли вы это мимолетно или хотите ли вы это всегда? Это работа в долгу или вам хочется вот сейчас это почувствовать и потом отказаться? Вопрос, зачем такие сложные игры для того, чтобы потом просто этим пожертвовать, от этого отказаться и уйти. Выстроите себе четкий план, что вы хотите в этой жизни, и начинайте реализовывать. Конечно, больше амбиций и усилий появится к лету, но сейчас, еще раз повторюсь, более такое стабильное время для этих движений. Да? Но скажу вам, ребят, как только в конце января, да, вот такой момент на 2 недели, на 3-4 неделю января и последняя неделя января, 29 января у нас новолуние в Водолее и 31 января у нас разворачивается Уран. Да, у нас ретроградный Уран, это ежегодное событие, в конце января он разворачивается из ретроградного движения и идет вперед. Но для дев первой декады будет начинаться такой очень мощный и важный момент на самом-то деле в жизни. Ребят, у вас будет потихонечку издалека фонить квадратура Солнце, Уран в транзитных картах. И это момент, когда будет уже сложно получаться та работа, которая была настроена ранее, то есть те привычки,
необходимо начинать учиться по-новому, внедрять нечто новое, да, в своей жизни. Еще раз напоминаю, что здесь необходимо будет вам выстраивать свое внутреннее ощущение того, от чего вы в своей жизни отказались. Это девы первой декады. И вспоминать, что же вы хотели вообще от своей жизни, когда вам было в возрасте 14-15 лет, в возрасте 22-24 лет. То есть это активные возраста Юпитера, да, и это момент такой очень важный. В возрасте 20 лет, когда вам что-то хотелось сделать, 20-21 год, это момент полуоборота Урана. Что же вам хотелось в своей жизни? А хотелось вам сделать нечто грандиозное, нечто новое, нечто такое глобальное. И здесь, пожалуйста, задумайтесь об этих моментах в своей жизни для того, чтобы пойти вперед. Если у вас жизнь начнет с конца января, начала февраля потихонечку рушиться, потому что Уран, когда начинает схлапываться даже издалека, это дает такое ощущение, что как раньше было, не получается. Это не потому, что вы человек плохой, нет. Это потому, что необходимо внедрять нечто новое. У нас вообще Уран меняет свой знак 7 июля 2025 года. И это очень важный будет момент и аспект вообще, в принципе, для дев и первой, и третьей декады, ребят. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, у кого-то будет подъем, у кого-то будет, наоборот, раздрай. И все будет зависеть только от ваших сил, от вашего желания действовать, внедрять новое, проявлять креативность. И я не скажу, что на напряженных аспектах результат получается хуже. Нет, результат получается, если вы понимаете, для чего вам это нужно. Четкие действия, действия по интуиции, потому что Уран — это планета высшей октавы, которая все-таки требует от нас такого внутреннего предчувствия, да? Но при этом, когда мы работаем с Ураном, когда мы понимаем, что все планы резко меняются, мы идем к обнулению, но мы понимаем, что нам это нужно для того, чтобы пойти вперед, что-то закончить, какие-то отношения разрушить, да? И если вы понимаете вот этот глобальный вселенский замысел, тогда будет легче, тогда будет хорошо, тогда у вас будет мозг открывать возможность двигаться вперед. И эта история, я скажу, что у дев первой декады начнется как раз-таки с конца января и начала февраля. 31 января выходит из ретроградного движения Урана, потихонечку начинает в феврале разгоняться. И да, новолуние, которое у нас будет 29 января, оно в Водолее уже говорила, там у нас Солнце, Луна, Меркурий и Плутон в Водолее. Конечно же, очень сильное, мощное, эмоциональное будет новолуние для дев третьей декады, потому что как раз-таки эти аспекты будут делать секстили трин кармическим узлам, очень сильно почувствуют это девы третьей декады. Плюсом, конечно же, еще, ребят, скажу, что здесь классные аспекты Солнца, Луны к Юпитеру, поэтому, мои дорогие, давайте работайте активно, внедряйтесь, это девы первой декады, и уже последние денечки буквально остаются. 4 февраля Юпитер выйдет из ретроградного движения и скажет: ну давай, двигайся вперед-то, дева первой декады. И это очень хорошо. И да, ребят, вот девы второй декады, если вы любите как раз-таки, подытожу январь и пойду плану в февраль, да, каким он будет. Если вы любите действовать четко по плану, мощно, лучше медленно, но верно, тогда вот Сатурн, который делает оппозицию к вашему Солнцу в транзитной карте, будет как раз-таки вас заземлять. Конечно же, можно было сказать, куда еще больше заземлять дев, да? Но здесь про четкость и продуктивность. И здесь какую-то, наверное, аскезу в эмоциях, когда необходимо от чувств, вот так от эмоций отделиться и идти в профессиональное свое развитие, понимать, для чего вы здесь. Если вы не любите работать с Ураном, тогда, конечно же, январь для вас будет сложноватым. И уже в феврале, со второй недели февраля, Сатурн перестанет влиять на дев второй декады и уже будет влиять на дев
третьей декады. Да, девы третьей декады, для вас очень эмоциональный такой будет, собственно, и февраль. Но, мои дорогие, я, в принципе, это и в годовом прогнозе говорила, и ну, у вас все получится, вы выстоите, у вас все будет нормально. Просто я всегда говорю, сложность заключается в том, что не всегда мы готовы отделить эмоции, да, от своих действий. И здесь вам необходимо, конечно же, прочувствовать эмоциональную составляющую, отделить от действий, и действия ваши должны быть максимально продуктивны. Для этого, собственно, и Сатурн вкатывается в третью декаду рыб, чтобы делать вот такой вместе с Нептуном оппозицию как раз-таки к Солнцу в ваших транзитных картах, дорогие девы третьей декады. И тогда будет все хорошо. И вот, ребят, мы в новом лунном цикле, который начинается с 29 января и закончится 28 февраля 2025 года. Новолуние в Водолее, прекрасное новолуние для того, чтобы идти в будущее, развиваться, делать максимально много. И я вообще, в принципе, дорогие девы, делаю ставку на этот месяц. Я считаю, что он будет очень продуктивный и очень планомерный. Как минимум у всех дев любой декады он будет таким, если вы будете делать. И если, конечно же, пребывать в эмоциях, распылять свои силы на это, тогда получится очень сильно смазано. Но я же все-таки за то, чтобы эмоции держать в себе. Конечно же, если устали, нужно расслабиться. Не копить настолько в себе эмоций, чтобы идти к заболеванию какому-нибудь, да, то есть там начать хворать. Ни в коем случае. Я всегда за то, что если вы устали, нужно отдохнуть. Девы — это такой знак зодиака, который планомерность, работа и отдых, любовь и забота к себе, это вот должно быть вот на одной, вот одинаково чаши весов должны работать здесь. Не должно быть, что одна пахота и вообще нету здесь любви к себе и к заботе. Нет, это я к девам любой декады говорю. То есть вы выстраиваете себе на эту зиму четкий план действий для того, чтобы в феврале максимально, очень сильно начать действовать продуктивно. Почему? Потому что это новолуние очень такое нацеленное вперед. На это новолуние у нас большие планы, гармоничный Юпитер, высшие планеты тоже гармоничные, да? Как раз таки вот включение в этот лунный цикл даст как раз таки решение даже сложных кармических задач в плюсе, да, но здесь нужно, еще раз говорю, совладать со своими эмоциями. И да, ребят, вот мы идем вперед, у нас 4 февраля выходит из ретроградного движения Юпитер, выходит на хороших аспектах, идет вперед, делает аспекты к девам. Ребят, необходимо начинать делать максимально много, да. И здесь, конечно же, ребят, скажу так, что у дев второй декады, если же вы не пользовались Сатурном, который к вам заходил и в декабре, и в январе, и осенью 2024, который катился как раз-таки по второй декаде рыб, да, и делал оппозицию к вашему Солнцу, то здесь, конечно же, у вас в феврале появится весь спектр противоречий внутренних, что момент ушел, я не сделал, не реализовал всего, чего нужно. Особенно эта история будет ощущаться вот с момента выхода Юпитера из ретроградного движения. Да, дорогие девы, второй декады у вас будет такое внутреннее ощущение к этому, да, и уже весной будет выстраиваться этот аспект для дев первой декады. Ребят, у вас наоборот будет такое с Юпитером ощущение продуктивности движения вперед, да? Но для того, чтобы это не перешло в такое внутреннее недовольство, тоже нужно делать. Нужно двигаться вперед и понимать, что это движение, это и есть та самая сила. И у дев первой декады, конечно же, на февраль тоже большие планы. Нужно как можно больше, вот пока вот еще
вот так не сильно ускорился Уран, да, вы сможете прочувствовать вот это движение в новое, да, попробовать, поэкспериментировать, как вам нравится. Потому что когда Уран разгоняется и делает прям точный аспект, да, у вас это будет квадратура в вашем случае, это будет состояние, знаете, такое, что все планы резко рушатся, аврал в работе, недовольство, не просто работа идет не по плану, но и личная жизнь, у кого-то даже доходит до развода, да, то есть внутреннее состояние от всего освободиться, уволиться с работы, уволиться из отношений, из брака. Поэтому здесь не дотягивайте вот это. В феврале нужно очень много сделать, но для этого нужно в январе, конечно, со своими эмоциями совладать. И да, мы идем дальше. У нас следующее событие февраля, это, ребят, 12 февраля полнолуние. Полнолуние во Льве. Полнолуние во Льве, и здесь как раз-таки эта история, связанная с Ураном. Ребят, Уран – планета, которая всегда говорит: я устал, я ухожу. В отношениях, на работе, когда я не хочу ответственности, я хочу просто взять и выйти. Вот 12 февраля будет вот это ощущение у нас у всех. Постарайтесь этот день максимально честно себе ответить на вопросы, которые будут случаться у вас, да, вот к этому моменту. Потому что скажу, что в феврале нужно сделать очень много нужного и продуктивного, и, как правило, всегда, когда эмоции не выдерживают, вот складывается какой-то, схлапывается вот этот аспект с Ураном, да, еще управитель ваш Меркурий будет в квадрате с Ураном, и это всегда такой момент, что мы не выдерживаем гнета вот этих эмоций и рушим отношения, ругаемся с близкими. Не надо так делать. Подождите момент времени, поймите, почему вы не выдерживаете, и все будет тогда нормально. Еще раз напоминаю, такой небольшая отсылочка, да, ребят, что 2025 у нас не очень простой год для всех знаков зодиака, да. То есть, если хотелось расслабиться, полежать и ничего не делать, нет, ребят, мы идем в век вообще такое ускорения, да. Поэтому здесь, конечно же, начиная с этой зимы, было бы хорошо подготовиться к этому сложному году. Ну и февраль, конечно же, обещает быть очень продуктивный, если с эмоциями совладать. Еще раз повторяюсь, да. Ну и да, очень часто вы меня все спрашиваете: удачное время для покупок, для отношений. Ребята, это февраль. Это февраль 2, 3 и 4 неделя. Почему? Потому что здесь в очень таком хорошем аспекте Венера. Венера перешла в Овна, она в прекрасном аспекте с Юпитером. И здесь, конечно же, нужно понимать, что 3 и 4 неделя будет прям просто классно, вау, стоит вкладываться, покупать вещи, которые вас делают лучше. То есть это образовательные цели, поездки, путешествия, отдых, изучение чего-то нового, обязательно для дев первой декады, да. Здесь обязательно командировки в работе для продвижения, для того, чтобы максимально улучшить свой социальный статус и все, что связано с улучшением себя, внешности своей. Если вам хочется сменить имидж, как-то по-другому выглядеть, но понимайте, старайтесь не пылить, особенно в полнолуние 12 февраля. Захочется вот здесь какой-то себе странный имидж, стиль создать, во что-то вложиться. Вот 12 февраля не нужно делать таких сложных телодвижений. После этого хорошие покупки нацелены на такой красивый, стабильный результат, нацелены на развитие в будущее. Почему я говорю, что в феврале хорошее для этого времени, ребят? Потому что вот мы плавно подходим к концу, можно сказать, зимы, да, календарной или астрономической. Астрономическая зима заканчивается у нас 21 марта, объективно. Я все равно планировала этот гороскоп для других знаков зодиака, которые вышли гороскопу раньше, и я все равно рассказывала про март. Почему? Потому что в марте у нас очень много событий. Если вы не смотрели годовой прогноз, то для вас сейчас это будет новости, что у нас в марте, со 2 марта у нас ретроградная Венера на 1,5 месяца, с 14 по 29 марта у нас коридор затмений на убывающем лунном цикле, естественно, что может нас еще максимально поштормить, да? И с 15 марта у нас ретроградный Меркурий традиционно на 3 недели. В конце марта у нас 29-30 числа, в зависимости от того, где вы проживаете, у нас
Нептун меняет знак из Рыб, переходит в Овна. Конечно же, девы третьей декады облегченно вздохнут на этом моменте, но у нас здесь еще и Лилит меняет знак, из Весов переходит в Скорпион, и это обязательно ощутят девы первой декады. Да, ребята, и эта история как раз-таки это история марта. Март у нас очень глобальный, очень событийный, больше эмоциональный, чем зима, но зимой у нас столько событий не будет, сколько у нас будет в марте. Поэтому скажу я вам так, ребят, вот для этого нам нужно в феврале максимально отработать, максимально нацелить себя на продуктивный лад. Да, у нас разворачивается из ретроградного движения Марс, ретроградный 24 февраля. Хвала, как говорится, нам всем, мы выдержим этот эмоциональный момент, потому что ретроградный Марс в Раке всегда нам хочется, если мы не выдерживаем эмоциями, разругаться с близкими, с любимыми. Не надо так делать, да? Грубо говоря, подытожить эмоциональную зиму нужно все-таки хорошо, красиво, но до все-таки 4-й недели февраля эмоции будут подкипать. Поэтому здесь, дорогие девы 1, 2 и 3 декады, вы, я уже думаю, поняли, с чем связана у вас зима эмоций. У каждой девы в своем эмоциональном состоянии. У дев 1 декады это, конечно же, свое развитие, желание жить как жилось ранее, не идти в будущее, не идти в новое, вот такое желание, ощущение стагнации, да, но нет, здесь Уран все-таки будет вас двигать вперед, а Юпитер все-таки внутренняя составляющая будет вас спрашивать, ну хотелось бы мне вот это сделать, и это хорошо, ловите вот эти эмоции, двигайтесь вперед. Девы 2 декады максимально профессионально в январе и феврале реализовывайтесь. Иначе в конце февраля и в марте придет Юпитер, и будет такая прям внутренняя профессиональная неудовлетворенность своей жизнью. И захочется, конечно же, на близких попылить, потому что у нас до конца апреля, до 27 Марс будет не ретроградный, но все-таки в Раке. И вот такая вот эмоциональная составляющая, которая будет влиять на нас, и мы будем выплескивать это на близких, будет, конечно же, на них оставаться, да. И, конечно же, девы 3 декады у вас, я скажу, наверное, из-за Нептуна будет такой очень сильной эмоциональной составляющей, но, ребят, все равно понимайте, здесь еще есть такой трин от Плутона, дает мощную силу, да, как раз салюты, фейерверки за окном. Вот, дорогие девы 3 декады, я знаю, что вы устали, ваши ответы, комментарии под годовым прогнозом, под гороскопом осень силы вы писали, что происходила вот эта сложная ситуация уже несколько лет. Это как раз-таки связано с высшими планетами. Здесь, конечно же, нужно вам идти вперед в развитии. Да, дорогие девы 3 декады, здесь Уран делает трин к вашему Солнцу в транзитных картах. Включайте движение вперед, мощное, новое, быстро реагируйте, быстро действуйте, не утопайте в нептунианских иллюзиях, страданиях, самобичеваниях. Не надо так делать. Всю зиму я советую вам, конечно же, максимально ускоряться. А с того момента, как Уран перестанет быть ретроградным, максимально ускориться вперед, и тогда первая половина 2025 года для вас пройдет как раз-таки в новых проектах, в проектах развития на будущее, в проектах, связанных с онлайн, с инновацией, образовательные проекты. Здесь, конечно же, двигайтесь вперед. Ну и Уран отвечает за наше будущее. Поэтому здесь, девы 1, 2, 3 декады, для вас очень важной будет эта зима. Немаловажной будет как раз-таки у нас начало календарной весны. Март будет сложным по-своему, но если держать эмоции в том состоянии, в котором они должны быть, тогда все будет как надо. Тогда, если, как говорится, да, в феврале вести себя достойно, красиво, в эмоциональном плане в том числе, и с близкими, и с любимыми, тогда период ретроградной Венеры пройдет
для вас, дорогие девы, 1, 2, 3 декады в состоянии не упадническом, в состоянии, когда вы не разбираетесь с бывшими, вы четко знаете, чего вы хотите, вы идете вперед, вы идете в свое развитие, и вы не разбираетесь в отношениях, то есть у вас нет истории вот этой сложной волокиты с любовными переживаниями, нету сложной истории с изменением своего облика в том числе, потому что если вы накреативили с внешним видом и имиджем в феврале, то тогда на периоде ретроградной Венеры, конечно же, на 1,5 месяца придется залипнуть и многое переделывать. Если вы тратили свои средства, вкладывались только в нужное, тогда, естественно, на периоде ретроградной Венеры в марте и в апреле у вас не будут одолевать какие-то состояния, что что-то не то, вам не будет как минимум жалко, и все, что вы сделали, вложили в себя, оно будет наоборот приносить еще большую прибыль, да? То есть это такая будет отложенная прибыль, и она будет к вам приходить на периоде ретроградной Венеры. Поэтому здесь, ребят, скажу вам так, что для того, чтобы март прошел вот так классно, мощно, и коридор затмений особенно, в том числе, потому что коридор затмений именно этот, он будет таким мощным с точки зрения чувственности событий. То есть если вы до этого момента постарались и сделали свой максимум, тогда это эмоционально случившиеся события, связанные с вашей профессиональной сферой и деятельностью, будут классны. И если вы где-то сдались и дали своим эмоциям выйти на первый план, тогда, ребят, конечно же, здесь будет эмоциональный коридор затмений, и март в том числе. И тогда, да, в настоящую весну войдете совершенно с другим настроением, и те высоты, которые вы можете и в апреле, и в мае, и в июне реализовать, они не будут такими высокими. Вот такой, скажу, дорогие девы, будет для вас эта зима, зима эмоций, начинается уже сейчас. То есть, если с боем курантов вы приняли какое-то решение для себя, понимаете, на чем оно основано, это решение. И если оно вас радует, действуйте вперед, двигайтесь, не стойте на месте, нельзя стоять, нельзя останавливаться, хоть чуточку, но нужно идти вперед, когда мы уже вот близко, вот мы все будем чувствовать вот эту смену узлов кармических знаков, и конечно же, это очень важный такой момент для нас, для всех, но его не нужно пройти на эмоциях, ах, вот это происходит. Нет, здесь нужно самим понять, что для нас важно и чем мы хотим на ближайшие 1,5 года заняться, какой масштаб мы хотим иметь. Масштаб он в личной жизни, да? Масштаб он в профессиональной деятельности. И здесь палка о двух концах, которая никакую нельзя бросать, нет. Здесь чаши весов, которые должны быть урегулированы, но при этом здесь должно быть четкое понимание и план действий, четкое осознание, воодушевление, что нам это действительно нравится и какие силы мы должны туда вложить. Да, ребят, вот такой гороскоп. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я обязательно на них отвечу. Но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Общий гороскоп, ребят, я рассказала. Но я надеюсь, что вы понимаете, что у каждого в своих транзитных персональных картах все может быть либо гораздо сильнее, либо гораздо полегче. Но общую знаменатель я, как говорится, привела. Ну что, ребят, спасибо, что были здесь. Я желаю вам потрясающего 2025, и чтобы он был потрясающий, нужно делать сейчас. Да, вот своими ручками, вот своей головой. И по-другому никак. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.